Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Таро прогноз. Старинный цыганский пасьянс. Что случится, что произойдет до конца зимы, месяца январь-февраль 2026 года. Давайте узнаем, как прояснится ваше дело или решится задуманный вами вопрос, что в целом изменится, и изменится ваша реальность, ваша жизнь. И мы построим наш расклад как цыганский пасьянс и рассмотрим по основным сферам жизни на картах Таро разные позиции. Первое – это то, что буквально прямо сейчас или где-то вот как положение на данный момент или со дня на день, то, что может произойти. И раскроем динамику. Что же, как это будет развиваться до конца зимы. Я должна сказать, что тут быстро что-то может не развиваться, ну правда, потому что у нас планетарные вот такие конфигурации достаточно сложные, как и в обратном движении. Уран, Сатурн вроде в прямом, но градусы, то есть, опять же, конфигурация, она больше связана с теми ситуациями, которые были в 2025 году, когда он был в ретро-движении. Поэтому, ну, вот так шаг за шагом мы что-то будем, скорее всего, прояснять. И 4 февраля уже Уран перейдет в прямое движение, и поэтому вполне вероятно, то, что сейчас встало на паузу, или как-то, ну, ни шатка, ни валка, может быть и правда есть какой-то застой, то в феврале как-то пойдет живее, веселее, хочется сказать и так. Ладно, так что же там случится? Какие события или на пороге каких событий вы стоите? Очень часто именно события говорят о событиях карты. Вот, может быть, те события, от которых вы как отталкиваетесь, или карты пасьянса подскажут направления в сферах деятельности, в которых вам доведется важные решения принимать до конца зимы. И этого я тоже не исключаю. Поэтому смотрим, что же тут нам покажут и расскажут, да, карты. Что ж так по судьбе. Ну, пока не вижу совпадений. Вообще, когда сразу совпадения не идут, спокойное течение жизни. Кто-то скажет, да мне от этого спокойного течения жизни уже муторно. Я вполне допускаю. Правда, некоторые вопросы как на паузе, какой-то стоп. Но, видимо, все... Смотрите, узел – это прочная связь. Видимо, вот то, что вами инициировано, то, что вы имеете на данный период времени, оно все равно будет как-то продолжаться. Чаще, конечно, узел, прочная связь – это касается людей. Поэтому с какими-то людьми, то есть отношения будут продолжены. Это явно то, что вы или кого вы знали хорошо, или, может быть, какая-то и договоренность была. Вот смотрите, ожидание, да, тут действительно есть какое-то ожидание. Давайте раскроем. У вас совпадает ангел. Ангел – это доброжелатель. Может быть, это и есть человек, который к вам искренне в первую очередь относится. Вот он, этот узел. Ничего плохого не замышляет. Кому-то из вас, возможно, придется принимать какое-то однозначное решение. Этого я тоже не могу исключить. Вообще все идет вот как идет. Но мы ведь все разные, правда? И кому-то вот эта такая затянувшаяся пауза может изрядно поднадоесть. А здесь, смотрите, у вас на кону как солнце. Тут, правда, какой-то вопрос у вас прояснится, но ведь это еще одновременно выбор правильного направления, о чем говорит Солнце. Вот то, что ты сейчас для себя отмечаешь, как в приоритете, ты этим будешь заниматься 6-8 месяцев. Тут вы с чем-то, может быть, определиться должны. Ну, давайте раскроем до конца. Кто-то засобирается, может быть, туда, где-то на февраль, с заходом, да, в дорогу. Хотя я точно так же могу допустить, что и к вам какая-то дорога может быть. Более того, почему так говорю, смотрите, у вас совпадает. И напомню, в нашем пасьянсе мы можем значения в крайних рядах карт тоже соединять. Бокал, гости, либо вы в гости, либо к вам гости. Ну, больше это именно, ну, как мы встречаемся с кем-то, это либо будет связано с личной жизнью, либо, может быть, и решение дома, вопросов, может быть, это и родственники. Хотя я допускаю, тут у каждого будет немножко по-своему.
И тут, правда, для кого-то из вас, может быть, это путешествие. Вот когда дорога выпадает, иногда говорит о том, что это как-то издалека. Или вы куда-то далеко. У кого-то на кону, смотрите, любовь. Именно с любовью это будет связано. Как будто, ну, такое я тоже могу допустить. Как люди находятся на расстоянии, планируют какую-то встречу, да, и вы в предвкушении этой встречи. Ну, или, в принципе, когда даже родственники, может быть, не видели долго друг друга, да, и здесь будете планировать встречу. У каждого по-своему, но тут как будто и любовь, и прочная связь. Может быть, это были долгое время контакты, которые, ну, вот как-то не развивались отношения. Вполне вероятно, до конца зимы тут может что-то ускориться. Или, знаете, это когда мы шаг за шагом лучше узнаем друг друга, но мы все опять же разные. У кого-то ведь разные могут быть истории, правда? Когда вы все-таки будете определяться, вполне вероятно. Я не исключаю, что для кого-то из вас может быть и как выбор между партнерами, да, и не обязательно, что это будет выбор по части любви. Ну, кто знает, может быть, это будет касаться выбора партнера по бизнесу, да, и когда нужно и дороги совершить, и встретиться, и увидеть своими глазами, и обсудить еще какую-то тему или вопрос. И пусть вот даже нет вот этой синкопы, нет вот этого ускорения, по крайней мере, в картах пасьянса. Но это как дорога к солнцу, потому что вот все идет так размеренно. Но тому есть причина, и самое главное, это есть смысл. Да, тут насколько мы нельзя, потому что все-таки, может быть, до конца февраля, считайте, определились, выбрали это направление. Это как направление почти до конца 2026 года. Будьте внимательны. Вам тут, скорее всего, важное решение придется принимать. Но и тогда и ваша жизнь изменится. Это новое качество жизни. Поэтому и решить, ну, наверное, и решиться вам на что-то явно будет необходимо. Не вижу я больше совпадений, поэтому пойдем с вами дальше. Вот давайте 3 позиции. Личная жизнь, сфера финансов и ваши достижения. Дела, работа, бизнес. Что прямо сейчас и что изменится до конца зимы? Любовь, личная жизнь. Так вот что, со дня на день или прямо сейчас, какое тут у вас положение формируется и что будет меняться, что изменится до конца зимы? То же самое спросим по сфере финансов. Что у вас сейчас, какое в целом положение и как это изменится до конца зимы? Ну и ваши планы, ваши достижения. У кого-то работа, учеба, документы. Это то, что сейчас круг вопросов или положение ваше. И как изменится это до конца зимы. Итак, личная жизнь, любовь. Ух, а вы уже куда-то, правда, собираетесь. Это ваши планы. Или какие-то встречи. Или у кого-то, может быть, и командировки. Может быть, и как смена графика работы, когда и маршрут наш меняется. Или как релокация, может быть, офиса. Это не обязательно куда-то очень далеко, хотя у кого-то, может быть, и далеко. А может быть, это в пределах местности, города. Но это когда офис, например, был в одном месте, а уже он как-то переносится куда-то в другое место, и вам тут тоже этот маршрут придется менять. Ведь всегда любая тройка– это карта будущего. И мы немножко так вот притормаживаемся. И вот, кстати, карта пасьянса ведь тоже где-то эти энергии передает. Потому что нам нужно как отделить зерна от плевел. Мы должны взять с собой в будущее или для себя с чем-то определиться очень важным, что имеет именно на будущее прогресс. И, может быть, необходимы вот эти энергии, такие неторопливые. В чем-то поставите точку тоже. Потому что точно так же равноценно присутствует то, что мы с собой уже в будущее не возьмем. Не имеет смысла, не имеет интереса. Или это уже обстановка изменилась, уже вы и сами чего-то не хотите. Или какая-то, ну, тема для вас была болезненной, может быть, даже, или и интересной, а теперь уже нет. Ни интереса, ни вообще ничего нет. Здоровое равнодушие. Правда, вы тут на будущее с чем-то определяетесь. Может быть, это и будут вопросы, которые касаются непосредственно места вашего проживания. Ну, или тройка жезлов может говорить отчасти и выбор партнера. Одно дело, когда мы вместе проводили время, а кого же вы выберете на серьезную жизнь, на как серьезную кандидатуру. Вот интересно, что это такое? Что изменится? Ожидание, опять же, какое-то.
Давайте, что прояснится. Называется карта здорового равнодушия. Опять же, вторая тройка. Вам нужно с чем-то определиться. И все же я тут больше вижу какое-то бессмысленное ожидание должно быть закончено. Для этого будут предпосылки, потому что вы можете по части личной жизни, дома, или, может быть, это связано у кого-то с родственниками, получить известие. Это известие может касаться, что и к вам какой-то человек вот так вот заненацку поедет, может быть, внезапно, не было прежних договоренностей, потому что для этого есть какая-то неожиданная ситуация или история. Вполне вероятно, и вам кому-то придется так вот неожиданно собраться, подпоясаться и отправиться в путь. Для кого-то из вас это может отчасти даже касаться работы, правда, с командировками. И когда дома меньше бываешь, потому что сейчас характер работы меняется. Так а что же это еще прояснится? Тут вопросы все-таки самого разного порядка могут быть. Смотрите, карта императрицы. И ведь это карта ресурсного человека. Во-первых, это статусная карта. Вы можете изменить статус. Тут может измениться статус и по части личной жизни. Кто-то может и под венец отправиться. Ну, понятно, не все перекладываете это на себя, но иногда и обратная ведь может быть ситуация. У кого-то статус меняется, потому что на работе какие-то перспективы. Может быть и так. И вот здесь вот самое главное. Тут нужно вам, правда, и решить, и решиться. И не устроить себе какую-то глубокую философию. Что-то вам тут перерешать, переиграть. Все то, что с приставкой «пере». Вот когда у нас ретро-движение, это всегда мы что-то перезаключаем. Может быть, перезаключаем трудовые договоры или брачные договоры, личную жизнь мы с вами смотрим. Ну, кто знает, а у кого-то может быть работа на дому, и вы будете организовывать рабочее место на дому. И я такого тоже не исключаю, потому что ресурсная карта императрицы. И нам о чем ведь она говорит? Надейся сам на себя или сама на себя. Мои дорогие девочки, конечно, это ваша ресурсность, это интерес по отношению к вам. Это, в принципе, я бы же даже сказала, для вас как карта силы, можно сказать. Потому что вот вы и чувствуете, и видите, чем нужно заниматься, чем не нужно. Мои дорогие мужчины, это важная женщина в вашей жизни. Может быть и так. И она может быть кем угодно. Мы тут все плюс-минус разные. Ну, тогда мужчины примите к сведению. Ведь эта карта одновременно, знаете, такой дипломатия высокой октавы, потому что только императрица может договориться с несговорчивым императором. И, может быть, это как сложные вопросы у кого-то в суде, у кого-то через документы в высоких инстанциях, когда и знание закона нужно, и дипломатию, когда вот именно направленные силы на то, чтобы что-то решить, не настаивать на чем-то на своем. И у вас, в принципе, что-то может сложиться в более чем красивый узор. Но решиться как будто нужно, да? Словно себя сориентировать на что-то, но и, может быть, так это подтолкнуть самого себя не исключаю. Давайте глянем, что же там будет по части финансов. Какой-то хаос у вас тут по финансам. Ну, я допускаю, что, может быть, это не для всех подходит. Но по пятерке жезлов это и информационный хаос, или иногда это и людской, потому что проходят люди, которые, ну, не скажешь, вам могут что-то, к примеру, обещать, а потом о вас забыли, или у человека какие-то свои приоритеты поменялись, и он быстро переключился на свое, а вас даже не известил о том, что у него там планы поменялись. То есть, ну, вот и вот какая-то катавасия вот такая бесконечная. Может быть, это у вас с финансами, вот какая-то неустойчивая, зыбкая ситуация. Ладно, тогда что прояснится? Куда идем, куда не идем? Скорее всего, у кого-то будет ситуация, или вы сами желаете прояснить по части конкретного человека. Королева жезлов — это может быть и одновременно тот человек, который, ну, где-то очень такой притягательный, может быть, отчасти и личная жизнь. Потому что это иногда, знаете, если со стороны мужчин, особенно с учетом карты императрицы, как страстная любовь, или тот человек с учетом королевы именно жезлов, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Овен, лев, стрелец. Хотя я могу предположить и обратную ситуацию. Для девочек тоже. Но все же мы по полу карту не рассматриваем. Но, может быть, именно вот с этими отношениями. Может быть, это вы кому-то помогали. Или есть какие-то незавершенные финансовые истории. Может быть, и по части работы. Почему нет? Потому что жезлы. Дела, работы, бизнес.
откуда к вам приходят деньги, или какая-то взаимопомощь, или общий какой-то проект, или есть какой-то такой триггерный фактор, который удерживает, да, вместе. Может быть, это и партнерские отношения, но вы тогда можете тут что-то пересматривать. Так и что же изменится до конца зимы? Прорыв какой-то будет, аркан Колесница. Я должна сказать, мои дорогие, в некоторых колодах аркан Колесница, как ни странно, принадлежит вашему знаку зодиака. То есть есть старшие арканы, которые обозначают именно знаки зодиака. Так вот, это вы, Колесница. Хотя, казалось бы, да, представители знака зодиака Рак, мы больше говорим о том, что, ну, вы где-то не бросаетесь с места в карьер. А ведь по карте тут и правда, тут ведь знаете как, обратите внимание, вожей как таковых нет. Вот этот возничий управляет, но в данном случае это колода Чиро Маркетти, и он прорисовал 2 сфинкса. Так вот, сфинксами вы мудростью своей управляете именно за счет интеллекта, силой мысли. Поэтому тут вам какой-то прорыв для самого себя. Тут и внешние, конечно, события будут вас подводить как к итогу, но тут не происходит само по себе что-то и просто так. Нет, видимо, какая-то аналитика для вас совершенно неизбежна. Кстати, по части денег вы можете слышать очень много разной информации, и по пятерке жезлов это, знаете, такая тень на плетень. Говорят одно, а по факту это другое. Доверяй, но проверяй. И я должна сказать, где-то вам советует королева жезлов быть тоже в таких энергиях. Ведь это образ того человека, кого жизнь постоянно ставила на колени. В итоге, видимо, он уже прошел многократную какую-то проверку на прочность, и он понимает, нет, мне сейчас нужно сохранять самое себя. И она умеет правильно работать как и с информацией, вот доверяй, но проверяй, и одновременно правильно распорядиться деньгами. И у вас это как раз на финансы. У вас и с финансовой историей могут быть связаны тысячи каких-то информационных потоков, но еще и одновременно я не исключаю какие-то дороги, которые, ну, нужно как будто туда отправиться. Может быть, и нужно завершить это ожидание. Самому или самой в чем-то разобраться, увидеть опять же своими глазами. Но прорыв присутствует. Ведь карта говорит, не оглядывайся назад. У вас очень добрая конфигурация, когда, знаете, пусть даже мы какое-то время вот сидели, ждали, да, или умом понимали, что, ну, тут вот сколько ты себя не тормошишь, что-то ты сейчас вот прямо не ускоришь. Но, знаете, не подзастрять, потому что будет дважды 2 старших аркана. Как-то для вас композицию обстоятельств формировать Вселенной или высшей силы, когда нужно будет себе сказать, а вот сейчас пора. Что же по части ваших достижений прямо сейчас? Кто-то может начать учить языки, для кого-то из вас это могут быть даже новые отношения по части, ну, как изучения, или, может быть, есть какая-то область, которая вас заинтересовала, и вам хочется себя в ней попробовать. Потому что по пажам это всегда или новое дело, а особенно по пажу Пентакли, это мы всегда учимся, причем так прилежно, настойчиво, уделяя внимание деталям, правда, а это на достижение. Поэтому у кого-то и языки, как я сказала, у кого-то язык программирования. Но по пентаклям это могут быть, знаете, вот как конкретное ремесло. Что-то вы умеете делать, и, может быть, вы хотите именно из своего хобби перевести это, как монетизировать, да, и в копилку успеха ваши навыки переложить, чтобы не просто ради хобби, да, или интереса, а так, чтобы ради заработка. Давайте откроем последнюю карту. Для кого-то из вас ваши достижения, но они как проходят какой-то этап обновления. Ну, нам ведь тут тоже говорили, куда-то мы не идем, да, или что-то бессмысленно продолжать. Видимо, вы с чем-то определяетесь точно, ясно, и понимаете, что для вас есть прогресс, а что уже застой. Вот смотрите, семерка Пентаклей обычно по этой карте с одной стороны. Это как то дерево, на котором растут пентакли, и вот наша женщина с корзиной пустой пришла, посмотрела. Эх, нет, рановато собирать урожай. Нужно еще ухаживать за этим деревом. И поэтому я иногда говорю, что, ну вот как ухаживать за каким-то проектом, и наступит время, ведь карта всегда говорит, пентакли упадут сами к твоим ногам. Иногда по этой карте, как регламент, тоже часто говорю,
Когда мы, допустим, это на достижения, на документы, когда элементарно сертификат мы, документ какой-то хотим получить, и мы понимаем, что, может быть, нам какие-то экзамены нужно сдать или пройти, может, месяц-два, у кого-то, может быть, и недели, как период обучения, ну, тогда мы получаем этот документ. Тут добрые дела наспех не делаются. Но не было бы вот впереди пажа Пентаклей, так бы и сказала, что не должно быть какого-то застоя, потому что и иногда карта будет тоже свидетельствовать, что мы ждем, ну, вот какого-то доброго триггера или, как знаете, когда вдруг что-то запускает механизм помимо нашей воли, и все начинает в один момент меняться, вот мы ждем. Так вот, такого ожидания тоже не должно быть. А что прояснится? Давайте добавим карту. Что прояснится до конца зимы? Да точно что-то прояснится. И вот я сказала, мы не должны явно тут что-то ждать без причины. Обратите внимание, всегда колесо фортуны– это цикличность. И когда выпадает эта карта, вот ваша фортуна, она идет на подъем. Это карта победы, это карта успеха. Но мы должны с этим что-то делать, мы должны взаимодействовать. Иначе мы упустили время. И старший аркан говорит о том, что куй железо, пока горячо. То, что ты отложишь на потом, может вполне совпасть с тем периодом, когда уже вниз пойдет колесо. Цикличность. Поэтому не упустить какой-то благополучный, благоприятный момент, когда вы закладываете действительно как направление будущего. Кто-то может начать изучать что-то, кто-то из вас как дополнительный источник дохода. Все-таки вокруг две пентаклевые карты. Это как новое направление. Новая стезя по части заработка, вполне вероятно, на ваши достижения. И кому-то, может быть, еще и документы нужны, согласования, а кому-то конкретно время на обучение, чтобы получить важную бумагу или документ. Высшие силы вам в помощь, это правда. Ну вот, наверное, тут тоже у нас доброжелатель. Конечно, доброжелатель больше в пасьянсе говорит о конкретном человеке, но может и говорить точно так же с учетом Солнца о поддержке высших сил. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Благодарю за вашу эмпатию, за вашу душевность и доброту, за ваши комментарии. Поверьте, хоть я и не откликаюсь, не отвечаю, не всегда хватает времени, но я все читаю, вы мое вдохновение. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.